Приветствую вас на канале Техревизор. Для этого рейтинга я подобрал 6 ноутбуков за довольно серьезную цену, от 40 до 60 тысяч рублей. И, как бы печально там ни было, сегодня за такую сумму не найти реально мощный ноутбук с серьезным железом, который запросто бы вывозил тяжелые нагрузки во всяких программах с 3D рендером, графикой и другими требовательными процессами. И это я уже не говорю об игровых моделях, которые тянут современные новинки хотя бы в 100-120 FPS на высоких настройках. Поэтому у нас чисто рабочие варианты для браузера, документов, таблиц, легких игрушек и какой-нибудь несложной работы в программах для графики рендера. Давайте же начнем знакомиться с участниками рейтинга. Только перед этим можете поставить лайк и подписаться на канал. На шестом месте топа разместился ноутбук от Asus, модель X515EA. Что про него сказать? Если в двух словах, базовая база за сумму чуть больше 40 тысяч рублей. Диагональ экрана 15,6 дюйма с Full HD разрешением на IPS матрице, с хорошими углами обзора, насыщенными цветами и четким текстом. Стандарт в этом диапазоне цен. Но на деле для работы больше и не нужно. Так и ноутбук остается мобильным и работать удобно. Конечно, название ноутбука ему не претендовать, но при своих размерах он все равно легко помещается в портфель. Из-за стандартного железа, без замороченного охлаждения и здоровенной видеокарты, ноут тонкий и легкий, поэтому носить с собой его удобно. Ну а что, здесь стоит современный i3 1115G4 со встроенным графическим ядром. Для его охлаждения много не надо. 4 потока, 2 ядра с частотой от 3 до 4,1 ГГц. Для всяких Excel, Word и браузеров этого достаточно. Хотя, конечно, открывать в Гугле 20 вкладок все равно не советую. Здесь все-таки 8 гигабайт оперативной памяти, которую к тому же нельзя доставить. Только одноканал с завода. Постоянной памяти 256 гигабайт. Много это или мало, для каждого по-разному. Ну, не столь важно, лишь бы работал стабильно, а здесь с этим проблем нет. Батарея при этом держит нормально, до 6 часов без подзарядки. Поэтому практически целый рабочий день с обеденным временем можно провести вот так в легкую. Из разъемов для подключения всякого есть 3 USB-A для подключения мышки, накопителей, зарядных устройств, 1 USB Type-C и HDMI. В общем, все самое необходимое на месте. На пятое место рейтинга я поставил одну из моделей Huawei MateBook D15. Конечно, это не самое последнее поколение MateBook, но с нашим бюджетом 16-я серия никак не вписывается. По сути, от прошлого Asus он отличается разве что производительностью, но приятно то, что при схожих характеристиках по цене получается практически один в один. Поэтому, если модель от Asus не запала вам в душу, можете рассмотреть Huawei. Да и к тому же вы наверняка о нем уже слышали, если не первый день пытаетесь выбрать ноут. У него такой же дисплей на 15,6 дюйма с Full HD разрешения. Про него что-то особенное не расскажешь, но вот спорное мнение сложилось о клавиатуре. Она не подсвечивается, не имеет нампада и стрелочки спаренные. Лично для меня большая боль отсутствие подсветки и вот эти стрелки для детских пальцев. При этом я в основном работаю с текстом, копаюсь в браузере. Но если вам еще и нампад нужен, то тут точно придется пройти мимо. Хотя, если для ваших задач ничего этого не нужно, лишь бы по мощности было как можно больше, то за эти деньги ничего лучше я предложить не смогу. Процессор сюда установили уровнем повыше i5 1155G7. У него уже 4 ядра, 8 потоков, повышенная частота на ядро. При этом графика встроена, отдельно видеокарту не завезли. Конфигурация памяти та же, 8256 гигабайт. И при таких параметрах ноут действительно шустро работает, выполняя базовые задачи. Но и помучить Photoshop, Premiere или какую-нибудь другую требовательную прогу тоже можно попробовать. Да, даже некоторые современные игры можно запустить, но только на минималках и в HD разрешении. На четвертое место топа поставил еще одну более производительную модель на AMD – Acer Aspire 5. Не все же Intel боем посвящать. Правда, и стоит она процентов на 10 подороже. Но тут точно стоит переплатить эти 5000, так как их полностью окупает эффективность ноутбука. В качестве проца сюда установили Razer 5 5500U. Немного помоложе будет, да и по более современной технологии он построен на транзисторах размером 7 нанометров, а не 10, как у прошлых. И только это уже играет серьезную роль в прибавке мощи, а к тому же это еще и шестиядерник с 12 потоками. Поэтому работает он все равно эффективнее. И кто бы что ни говорил про нагревы AMD, это все-таки немного упрощенная ноутбучная версия, которая отличается от десктоп-процессора. И тем не менее, вы все равно заимеете больше возможностей, больше плавности и стабильности
за счет этого 5500U. При этом у него больше постоянной памяти. Тут стоит накопитель на 0,5 терабайта, а ЗУ, правда, осталось столько же, 8 гигов. Но в этом рейтинге совсем скоро будут участники с большим объемом. Ну, а можно и самому легко добавить оперативы. Внутри предусмотрен для этого второй свободный слот. Автономность у ноутбука все на том же стандартном уровне, порядка 6 часов в зависимости от загруза, яркости и выполняемых задач. Ну и заряжается он без выдающейся скорости. И это несмотря на более требовательный к потреблению энергии процессор. Хотя это скорее достигается за счет дисплея. Здесь ведь по-прежнему 15,6 дюйма с Full HD разрешением и частотой обновления в 60 Гц. Но если вам хотелось бы именно более качественный экран, быструю зарядку, клавиатуру с подсветкой, а такая производительность, что дает R5 5500U, излишняя для ваших задач, то взгляните на Realme Book. Тройку лучших открывает Realme Book RMNB 1001. Это компактный ноут с экраном в 14 дюймов. Такой околопланшетный вариант. Носить каждый день в портфеле его уж точно проще. Хотя ничего удивительного, диагональ экрана все-таки решает. Но хорош он не только диагональю, но и разрешением. Здесь у него 2К разрешение, только соотношение сторон 3:2, поэтому это 2160 на 1440 пикселей. Шикарная детализированная картинка с качественной цветопередачей, насыщенными тонами, углами обзора и четкостью. Именно благодаря четкости 2К после Full HD даже самое банальное приложение вызывает новое ощущение. Радует ноутбук и ценой. Он самый доступный во всей подборке. Но все легко объясняется. Акцент здесь сделали не на производительности, а на других деталях. Поэтому здесь стоит самый базовый i3 1115G4, которым оснастили Asus 6 места. При этом у нас остается тот же конфиг памяти 8256 гигабайт. Так что особенной производительностью в тяжелых прогах и современных играх тут и не пахнет. Только браузер, только максимально лайтовые рабочие или какие-нибудь домашние задачи. Полистать ленту, отредачить документы, заполнить таблицы, посерфить в соцсетях его хватает с головой. Также здесь сделали акцент на автономности. Ноут и по времени дольше работает, как заявляют Realme, до 11 часов. Но сами понимаете, что такой тест производился при минимальных условиях нагрузки. Поэтому рассчитывать можно разве что на 8-9, но не более. Хотя выделиться получилось за счет быстрой зарядки. В комплекте идет блок питания на 65 Вт, который восполняет 50% заряда за полчаса. В общем, долго ждать не придется. Продолжаем рассматривать компактные ноуты. На втором месте стоит Tecno MegaBook T1. Такой же малыш с экраном 14 дюймов, тонким корпусом и весом чуть больше 1 килограмма. Кстати, интересен он особенностью. Крышка откидывается на все 180 градусов. Не знаю, насколько полезна такая технология, но сам факт. Плюс приятная возможность легко открывать ноут одной рукой. Так что владельцы макбуков не смогут тыкать в такой незначительный недостаток. Тем не менее, все равно удобно. Если прошлый Realme выделился за счет высокого разрешения экрана, то здесь оно стандартное. 1920 на 1080 пикселей. Хотя на 14 дюймах Full HD все равно смотрится немного приятнее, чем на 15,6. Но не суть. Главное, что к экрану претензий нет. Он реально яркий, можно в солнечный день свободно сидеть на улице. Имеет широкий цветовой охват, чистый белый и чистый черный цвет. Единственный, если так можно сказать, недостаток – неравномерная подсветка. Если поставить черный фон, выключить вечером свет в комнате, можно увидеть небольшие засветы по краям. Но, сами понимаете, в повседневной эксплуатации этого не видно, поэтому можно серьезно не придираться. В ноуте еще понравился конфиг памяти – 16 гигабайт ОЗУ и 0,5 терабайта ПЗУ. Память у него спаяна, доставить больше оперативки возможности нет. Но я не думаю, что для работы нужно больше. Вот впихнуть туда еще один M2 накопитель, пожалуйста. Только за счет памяти этот ноут работает еще быстрее, чем любой из прошлых. Хотя тут стоит уже знакомый нам 4-ядерный i5 1155G7. Поэтому работать за таким ноутом будет еще приятнее из-за более быстрой скорости загрузки и есть возможность посидеть в требовательных программах и играх. Лидером рейтинга стал Xiaomi Redmi Book Pro 14. Он оказался лучше всех остальных, потому что здесь не делали акцент только на производительности или изображении и скорости зарядки. Здесь комплексно посмотрели на то, с чем придется столкнуться этому ноутбуку и оснастили его всем необходимым для комфортной работы, просмотра фильмов, серфинга и даже любительского гейминга.
Шикарный экран на 14 дюймов с полноценным 2К разрешением 2560 на 1440 пикселей. Яркая картинка, точная цветопередача, отличные углы обзора. Но самое главное, плавность, которой нет у любого другого участника этого рейтинга. Частота обновления здесь доходит до 120 Гц. Как по мне, с учетом экрана, это идеальный ноутбук за свою цену. На таком приятно заниматься вообще любой деятельностью. И что еще круче, ноут не стали ограничивать в производительности. Сюда поставили Razer 5 6600H, 16 гигабайт оперативы и 512 постоянной. Тоже довольно плотный конфиг, с которым уже не так страшно заходить в тяжелые программы для графики и рендеринга. Даже в современные игры можно зарубиться. Конечно, это скорее средние настройки графики в Full HD разрешении, ну и не в 120 FPS, а в 60. Но, тем не менее, это вообще рабочий аппарат. Для адекватного гейминга нужна хотя бы дискретная видюха, поэтому требовать от него невозможного не стоит. При этом ноут поддерживает еще более быструю зарядку от 100-ваттного блока питания. Долго держит заряд, все необходимые порты есть, и он тоже открывается одной рукой. В общем, кто бы что ни говорил, а вот здесь Xiaomi реально топ за свои деньги. На этом мой рейтинг подошел к концу. Ссылку с актуальными ценами на модели я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.